Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2024 високосный год. Ну что, мои любимые, поехали! Приготовились уже к Новому году? Что решили сделать? Что для себя приготовили? Какой план решили реализовать в этом году? Потому что год на самом деле он будет ярким, интересным и запоминающимся, да? В этом году с вами произойдет очень много изменений, очень много осознаний. Естественно, как я люблю говорить, мы сами творцы своей жизни, и солнце светит абсолютно всем одинаково, и только от того, как вы раскачаете свою жизнь в юности, в молодости, в зрелом возрасте, такие плюшки вы и будете получать. То есть если вы идете в развитие, если вы проходите все стадии роста своих не просто в карьере, в работе, да, то есть не просто повышение на новый уровень жизни, да, а точно так же, как и проживаете различные эмоции в семейной жизни, в партнерстве, в отношении с детьми. То есть если вы идете вот в этот омут с головой, как говорится, и соглашаетесь на большее, чем у вас есть сейчас, то тогда, конечно же, если вы со всей ответственностью решаете там вопросы, разбираетесь, да, то есть ведете себя прям как истинный рак такой, с большой ответственной буквы семейного человека, да, тогда, естественно, вы будете получать максимальные плюшки, максимальные фишки от того, что вы только можете получить в этом году. Високосный год будет годом, я бы сказала, напряженным, да, потому что придется побороться за свое место под солнцем. Это не последний из напряженных лет, которых у нас будет, да, нет, я бы так сказала, это начальная стадия напряжения из следующих 3 лет, 24, 25 и 26, да, то есть это у нас начальная ступень, когда мы начинаем бороться за то, что нам на самом деле важно. При этом рост в карьере и то же самое рост в семье, в семейных отношениях, в семейных ценностях. Как раз таки уметь построить отношения в семье, договориться, урегулировать эти отношения путем, конечно же, любви, путем взаимопонимания, самым сложным путем, пожалуй, да. Но вы, дорогие раки, я уверена, у вас это получится. Конечно же, все моменты, в которых будет в этом году происходить какой-то рост и развитие, это будут напряженные в том числе моменты. Поэтому не думайте, что ваш рост будет сопровождаться какой-то там легкостью, расслаблением и тому подобное, да. Поэтому здесь, пожалуйста, мои дорогие, понимайте, что 2024 год, он будет давать плоды, он будет давать результаты и в работе, и в финансах, и в семейном положении у вас будут изменения будут благоприятные, кто-то выйдет замуж, кто-то женится, да, у кого-то появится новый член семьи, но все это будет зависеть от вас. То есть, понимаете, невозможно сейчас для 800 миллионов раков сказать, что у всех раков появится прекрасная личная жизнь. Появится она у тех, кто будет за эту жизнь бороться, стараться, не путем кого-то у кого-то отбить, да, а путем построить классные, потрясающие, душевные отношения. То есть, да, то на самом деле куда идти страшно, да, то есть почему у многих нет отношений, почему у многих раков, да, такая основная и очень мощная история в жизни, да, это вот с карьерой складывается, да, а с личной жизнью наоборот. То есть не получается и ту сферу своей жизни урегулировать, да, потому что для раков на самом деле архиважная история, это история как раз-таки кармического воплощения, это воплощение в семейной сфере. То есть рак, в принципе, по гороскопу обязан для того, чтобы у него было очень много энергии, да, от которой зависит и финансовая стабильность, да, то есть и прекрасная коммуникация, то есть и уровень счастья в принципе в жизни, это когда у него максимально работает солнце. Солнечные раки – это как раз-таки семейные люди, это семейственность, это именно не просто фасад и картинка, когда вот эта вот история просто на показ. Нет, это именно
именно вот то самое душевное, духовное, за что ты не передашь, что не купишь за деньги. То есть это для многих это такая, в нашем веке, в котором мы сейчас живем, это такая вот вещь, которая ценится только в старости, когда проходит вся жизнь, да, и человек такой понимает, что, блин, что я всю жизнь-то делал, да, то есть там денег заработал, да, заработал, ну, то есть, а по факту-то растерял себя, растерял все, что хотел сделать. Об этом в основном задумываются именно как раз-таки раки, потому что здесь момент душевных отношений в семье, то есть именно вот это душевное тепло, оно ценится максимально сильно. И на основе этого, естественно, когда у раков погода в доме прекрасна, у них работа потрясающе бьет ключом, да, деньги идут просто вот как из рога изобилия. Это потому что основная кармическая задача раков, и напоминаю, что момент взаимоотношений в этом году для вас будет очень важен. Кармические узлы сейчас в данном 2024 году завершают свой путь и как раз таки идут по знаку Овна весов, и в прямом смысле вам сложно будет сделать отношения, и точно так же сложно будет сделать карьеру. Поэтому здесь необходимо максимально включить свою дипломатию, максимально включить свой уровень договоренности, да, то есть как вы умеете обходить, скашивать вот эти острые углы, когда все очень сложно, когда практически, можно сказать, невозможно, да. Поэтому прекрасно, причем будет уходить там от ответственности, куда-то уезжать, переезжать, прекрасное для этого время, чему-то учиться, в легкости будет момент, да, прекрасно учиться, проводить где-то время, прожигать его с друзьями. Год прекрасно на это расположен для того, чтобы, вот этими сферами жизни заниматься, то есть там друзья, товарищи, где-нибудь учеба, где-нибудь поездки, путешествия, где-нибудь отдохнуть, получится даже переехать, то есть сдвинуться с какого-то насиженного места, например, улучшить свое место пребывания, местоположение, где вы находитесь, да. Причем сложно будет в семейной сфере и сложно будет в карьере. И я, конечно же, максимально говорю именно на эти две сферы вашей жизни сделать основной упор. Как это сделать и как это вырулить, естественно, понимая четко, кто вы, чего вы хотите, какой человек, партнер рядом с вами по жизни, куда вы идете вместе, зачем вы идете вместе и зачем вам вообще вот это вот все, что вы придумали, да, то есть оно вам для того, чтобы создать красивую картинку на показ, реализоваться перед кем-то, кому-то что-то доказать, показать, что вы на что-то способны, или просто это ваше истинное внутреннее такое состояние, когда вы наконец-то поняли, что ну вот эта вот мишура уже не нужна, я хочу именно вот это, да, то есть вы пришли именно к своей солнечной реализации, к своей кармической реализации, к реализации задач, и здесь, конечно же, да, причем весной и осенью, когда у нас будет коридор затмений, это с марта по апрель, с 25 марта по 8 апреля, это первый коридор затмений, когда будет очень классно понять, кто вы, что вас объединяет с партнером, какие вы разные, насколько. И здесь момент такой будет немножко сложноватый для вас. Понимаете, что можно будет потерять связь с партнером, вот это взаимоотношение, да. И второй у нас коридор затмений, он у нас к осени, да, то есть он у нас идет в августе и заканчивается в сентябре немножко таким штормовым моментиком, да, когда захочется вот все взять и, я бы так сказала, да, вот расстроить, докопаться, перечеркнуть, предъявить, да, то есть вот это такой момент сложный, который понимаете, что глупить нельзя, но я почему-то думаю, что у вас все получится, что как раз-таки в сентябре вот этот момент вы прекрасно пройдете, у вас не будет здесь таких мощных, сложных кризисов, да, не обнуляйтесь, понимаете, что момент расставания, он может произойти очень быстро, и здесь, конечно же, держите себя в руках, понимаете, все то, что вы скажете, будет потом использовано против вас, конечно же, в вашей личной жизни, потому что вы запомните эти моменты навсегда, да. Личная жизнь, она для вас очень важна. Помните, мои любимые раки, что это
очень важный такой момент. Сентябрь для вас будет такой душевной проверкой, да. Ну и, конечно же, конец года. Вообще, в принципе, год богат на события. Весна будет сложная, событийная, внешне событийная, поэтому здесь обратите внимание на работу и, конечно же, держитесь за личную жизнь, понимайте, что отгремят события, да, а личная жизнь — это семья, и ваша жизнь, она тоже никуда не денется, поэтому здесь, пожалуйста, несите всю ответственность за себя, за свою жизнь, да. Весна будет чуточку попроще, будет при этом прекрасное время для того, чтобы заняться все теми же переездами, обычными делами, то есть построениями связи, отношений в семье, в работе. Прекрасное время для того, чтобы набраться финансами, что-то сделать, да, то есть это апрель, май, июнь. Хорошее для этого время, да. Вторая половина года, конечно же, сложнее, всегда отягощается момент разворотами сложных планет, и понимаете, что в этом году ваши соляры, ваши дни рождения пройдут не так гладко и не так приятно, как хотелось бы, да. В работе станет сложнее, гораздо сложнее, и, конечно же, не вымещайте всю эту злость на своих партнеров, да. Осень, естественно, по классике ноябрь, как всегда, сложно, в этом году тяжелее, чем обычно, поэтому понимайте, подкладывайте себе соломочку в работе, да, то есть относитесь к этому серьезно и запланируйте, и ни в коем случае не переносите это на семью. Конец года, декабрь, пройдет тоже не так, как хотелось бы, потому что, ну, ребят, високосный все-таки год, мы заканчивать будем год на ретроградности многих планет, в ноябре они развернутся, в декабре еще все-таки у нас обычный, необычный, да, но у нас будет в ретроградности Марс, он будет проходить по второму вашему правителю Льву, поэтому здесь, конечно, настроение будет не очень-то праздничное. У кого-то будет оно совершенно не праздничное, кто, естественно, не брал всю ответственность на себя, относился пренебрежительно к своей жизни, вообще, в принципе, не понимал, зачем ему это все и надо, ничего не делал, не реализовывал в течение года, болтался вот так вот туда-сюда, да. Понятное дело, тот поднимет бокалы в бой курантов на 25-й год совершенно в ином настроении, да. И, конечно же, все те, кто старался, трудился, развивался в течение этого года, при этом помните, да, что 24 год — это прекрасное время для обучения, образования, обретения новых навыков для вас в том числе. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, где вам будет даваться с легкостью, на какие сферы вашей жизни вам необходимо будет приложить больше усилий, и прикладывайте. Тем более, особенно если вы раки, которым от 37 до 43, да, и повыше от 54 до 63, то есть понимайте, что в этот возраст все будет даваться сложнее, чем давалось в те же 29-30, ребят. Ну да, с каждым ростом, да, с каждым новым разворотом кармических узлов все задачи по жизни, в принципе, они даются еще тяжелее. Поэтому не стоит рассчитывать, что там в 40 лет детей вырастили, в 45, и все хочется расслабиться и ничего не делать. Ребята, нет. Для того, чтобы прожить классно свою жизнь, необходимо усложняться постоянно. И вы, как раки, эту мудрость наконец-таки в 2024 году должны уяснить. То есть либо вы сами это понимаете на основе проделанного своего опыта, то есть тому, чего вы учитесь, приобретаете новые навыки, стараетесь, да, либо все-таки 2024 год научит, если в 2023 не получилось. Ребят, вот такой сложный, хотелось бы, да, сказать, неоднозначный гороскоп на ваш 2024 год. Простых гороскопов сейчас не может быть. Смотрю, что сейчас пишут на разные гороскопы, да, люди, прослушав, не у всех они приятные, радужные, у всех реакции абсолютно разные. Люди знают, что не любят слушать так себе гороскопы, все хотят радужные, прекрасные проплюшки, но, ребят, говорю как есть, розовые пони и единороги остаются где-то в сказках. Мы с вами живем
в реалиях этого мира, в реалиях этого года, и этот год на самом деле обещает быть сложным, на самом деле сложным. И если вы выполняли мои рекомендации, когда я вам говорила, делайте в 23-м, и поверьте, что в 23-м было легче, поверьте, ребят, в 24-м, еще в первой половине года будет правда легче, чем во второй половине года. Поэтому подвожу итог. Ребят, если у вас есть свой персональный вопрос, оставляйте здесь в комментариях, только обязательно дата, время и место вашего рождения и, собственно, вопрос, который вас интересует для реализации именно в 2024 году. Да, я обязательно на него отвечу, а если у вас будут полные данные, которые я только что описала. Сами прекрасно понимаете, что для 800 миллионов раков не может быть один и тот же гороскоп, поэтому я рассказала лишь общую тенденцию. Спасибо, ребята, что были здесь, спасибо, что дождались, прослушали до конца по классике, в конце актуальные ролики, на которые вы можете опереться для того, чтобы скомпенсировать негативные события в своей жизни, потому что в 2024 году будет очень много разворот планет на небе, и потихоньку в каждом видео я буду в конце добавлять эти ролики, развороты каких планет и что нам делать с этим вообще. Поэтому, ребят, спасибо большое, что были здесь, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!